Друзья, всем привет! Многие любят шаурму или, как ее еще называют, шаверму. Казалось бы, что тут готовить? Порезать компоненты и завернуть лаваш. Но не каждый знает, что секрет вкусного блюда заключается в его соусе. И сегодня я поделюсь с вами этим секретом. Соус готовится на основе майонеза, и мы сделаем домашний майонез. В чашу блендера отправляем 3 желтка и выливаем сюда стакан масла. Добавляем соль, перец, все это по вкусу, горчицу и лимонный сок. Начинаем взбивать на небольших оборотах с самого донышка, сначала яйца, потом потихонечку захватываем масло. Получается вот такой густой майонез. И сейчас будем делать его немножечко пожиже. Отправляем в него чеснок, немного укропа и кефир. И все еще раз хорошенько взбиваем. Можно попробовать соль, перец, в случае необходимости добавить. И в принципе наш соус готов. Займемся курицей. Ее нужно будет вначале замариновать, потом обжарим ее. Порежем ее сразу кусочками. Кусочки посолить, добавить перец и специи. Специи могут использоваться любые. У меня кориандр, смесь трав прованских, мускатный орех. Также добавляю сюда чеснок и перемешиваю. Распределяем смесь равномерно. Заливаем соевым соусом. Солила я совсем немножко, потому что соевый соус уже соленый. Оставляем курицу мариноваться примерно минут на 15. Все овощи порезать соломкой. Разобрать листья салата. Если используете капусту, то ее лучше порезать ножом, а такие вот салаты, их лучше порвать руками. Перемешать мясо и отжать его от маринада. И сейчас переходим к плите обжаривать мясо. Курицу обжарить с одной стороны до румяности на большом огне, затем перевернуть, обжарить другую сторону и обжаривать до готовности примерно минут 8-10. Смазать соусом ту часть лаваша, куда будем складывать начинку. И затем выложить все слоями. По пропорциям в шаверму идет примерно 2/3 овощей и 1/3 мяса. Смазываем также кончик изделия, когда завернем, чтобы здесь лучше держалось. И заворачиваем. Таким образом заворачиваем нужное количество изделий. При желании можно обжарить шаурму на гриле. Шаурма готова. Подавать ее к столу, пока она горячая. И не забудьте поставить к ней белый соус. Получилась она очень вкусной и сытной. Готовьте и ешьте с удовольствием. Друзья, если рецепт вам понравился, то мы будем рады лайку. Пишите в комментариях, как вы готовите это блюдо. А я на этом с вами прощаюсь. Всем отличного настроения!